Вот у нас циферблат часов получается. Есть такой трюк. Если сложить число 12 плюс 1, у нас получится 13. Если сложить последующие два числа, снова получается 13. Если здесь складываем также, получается у нас 13. Здесь мы следующие два числа складываем, также получается 13. И здесь также 13 получается. Парадокс часов циферблатов. Видишь, как интересно получается? А также вот парадокс. Получается, если нам верхнее число параллельно нижнему отнимать, допустим, берем 12 минус 6, вот так вот, у нас получается равно 6, правильно? Берем следующие два числа также параллельно друг другу, отнимаем, у нас также получается 6. Берем также два следующих числа, отнимаем параллельно, у нас получается 6. Также отнимаем два числа параллельно, получается 6. Потом также отнимаем два числа, получается 6. Вот эти два числа отнимаем, получается также 6. Почему получается так? А? Как почему? Вот смотри, у нас циферблат идет по одному числу увеличивается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и до 12. Ты берешь 12 и 6, отнимаешь, получается 6 у тебя. Следующее число получается у тебя на одно число уже меньше идет. 7 минус 1, 6. Следующее число на одну цифру больше поднимается, а здесь тоже на одну больше поднимается. Получается, ты уже 2 отнимаешь, также 6 получается. Видишь? Вот, смотри. Еще раз объясняю. Математический порядок идет. Числа идут по порядку. 1, 2, 3, 4 до 12. Мы берем центральную позицию, как нам показывают. 12 минус 6 равно 6. Берем следующую пару. У нас 7. 7 минус 1 получается 6. Следующая пара у нас идет 2 и 8. Здесь на единицу увеличилась, и здесь на единичку увеличилась. Получается двоечка минус 8, получается опять 6. С каждым шагом число на одну цифру с каждой стороны увеличивается. Получается, здесь на цифру 1 увеличилась, и здесь на цифру 1 увеличилась. Получается 3 уже отнимая цифры. Получается опять 6. И так далее. Это математический порядок. Также и здесь, в этой позиции. Если мы складываем 12 плюс 1, у нас получается 13. Когда мы начинаем складывать 11 плюс 2, у нас здесь на число уменьшается. Уже в эту сторону уменьшение идет. А в эту сторону увеличение идет. И получается так же. Здесь одна цифра уменьшилась, зато здесь прибавилась. Мы ничего не теряем, у нас 13 остается. Здесь опять мы на одну цифру поменяли, уменьшили. Здесь все прибавилось на одну цифру. У нас порядок не изменился. И так до конца. Вот еще раз, чтобы было более понятно, мы берем цифру 12, прибавляем цифру 1 от циферблата. У нас получается цифра 13, число. Не цифра, а число. Здесь у нас цифра 11, от нее убегает одна циферка в правую сторону. Получается, здесь у нас цифра 2, здесь осталось 11 число, а 12 одна циферка убежала. Сумма-то не изменилась, сумма-то осталась одна и та же, сумма осталась 13. Здесь та же схема. Еще одна циферка убегает у нас в правую сторону. Получается, от десяточки, от 11 циферка убегает, становится здесь 10. И сюда циферка прибегает к цифре 2. Получается цифра 3 у нас уже. А сумма-то не меняется. 10 плюс 3, у нас сумма остается та же самая, 13. И в той же последовательности по одной циферке перебегает слева направо. И у нас получается сумма остается одна и та же, так как общее количество цифр в данном разделе остается одинаковой. Сумма одинаковая у нас везде получается 13. В этом и заключается весь парадокс данного циферблата.